Привет, Арми. Представьте себе. Теплый гавайский ночной бриз мягко дует, создавая незабываемую атмосферу для каждого, кто его видит. Желтые гирлянды, свисающие с открытой крыши, мягко колышутся на ветру. Издалека доносится шум волн, нарушающий тишину, сливаясь со смехом туристов и звоном бокалов. Перед большой сценой величественно проходит традиционная церемония. Длинные столы уставлены тропическими цветами, местными деликатесами, и в воздухе витает неповторимый аромат отпуска. И среди всей этой красоты Тэхён сидит расслабленно. Спокойный. Умиротворенный. С безмятежностью, которую он почти никогда не проявляет на публике. Это не концерт. Не фан-митинг. Не фотосессия. Это Тэхён, который сам по себе Тэхён, не айдол, не артист, а человек. Гавайи словно обнимает его, шепча, что пора перестать прятаться. Годами Тэхён был известен как теплый, но загадочный человек, тот, кто открывает миру лишь малую часть своего сердца. Но той ночью, под темно-синим небом, освещенным оранжевым закатом, Тэхён решил сделать что-то другое. Он раскрылся. И весь мир сразу же это заметил. Потому что была одна деталь, которая сразу привлекла всеобщее внимание – новая татуировка на руке. Племенные линии, повторяющие ритм волн. Сильный, темный узор, контрастирующий с кожей. Форма, которая казалась тщательно вырезанной. И это явно была не просто татуировка. Когда Тэхён поднял руку, чтобы взять напиток, свет упал прямо на татуировку, отчего она казалась живой, словно у нее была собственная душа. Интернет мгновенно взорвался. Поклонники строили догадки. Некоторые говорили, что дизайн был вдохновлен культурой Тихоокеанских островов. Другие видели в ней символ мужества. Другие видели в ней знак духовного пути и самоидентификации. Но была и другая теория, та, которая доминировала в мировых трендах. На татуировке был изображен кто-то очень важный для Тэхёна. Кто-то, кого он всегда защищал. Кто-то, кого он никогда не оставлял. И имя, которое упоминалось чаще всего, конечно же, Чингук. Тэхён никогда не выражает свои чувства прямыми словами. Он говорит через искусство. Через музыку. Через моду, фотографии, символы. И эта татуировка ощущалась как послание, которое он наконец-то позволил публике прочитать. За несколько дней до Гавайев, в коротком сообщении от поклонника, Тэхён упомянул, что всегда был кто-то, кто давал ему чувство безопасности. Кто-то, кто молча поддерживал его. Кто-то, кто заставлял его чувствовать себя как дома. Он не назвал имен. Но того, как он улыбался, того, как опускал глаза, того, как он прикусил губу, посмеиваясь, было достаточно, чтобы те, кто наблюдал за ним годами, поняли, о ком он говорит. У Тэхёна и Чингука была необъяснимая динамика. Они были словно два магнита, держались на расстоянии на публике, но всегда притягивались друг к другу, когда камеры останавливались. Они росли вместе. Вместе сталкиваясь с глобальным давлением. Строили мир, понятный только им. А Гавайи были идеальным местом, чтобы выпустить то, что он сдерживал. Шоу продолжалось, и Тэхён, казалось, наслаждался каждой секундой. Он смотрел на сцену, потягивая тропический напиток и непринужденно болтая. Вдруг камера поймала его улыбку про себя, словно кто-то что-то вспоминал. Или кого-то. Эта улыбка не предназначалась для камеры. Это была улыбка человека, обретшего покой, оказавшегося в нужное время, в нужном месте для нужного человека. На нескольких других фотографиях Тэхён нежно прикасался к своей новой татуировке. Это было нежно. Почти эмоционально. Как будто татуировка была не просто рисунком на его коже, а важной главой в его жизни. Многие фанаты считали это молчаливым признанием. Символом перемен. Символом мужества. Символом честности. И, возможно, символом любви, которую он наконец-то проявил.
Тэхён был обременен ожиданиями и ограничениями. Но этот отпуск подарил ему нечто редкое – свободу. Никакого менеджера, поправляющего его наряд. Никаких камер, требующих идеальных поз. Никакого гула на сцене. Только тропическая ночь, бамбуковая крыша, традиционная сцена, пластиковые стаканчики, длинный стол и Тэхён как человек. В этот момент фанаты почувствовали, он начинает новую главу своей жизни. Реакция по всему миру была ошеломляющей. Кто-то был тронут. Кто-то гордился. Кто-то плакал, видя, как Тэхён счастлив. Они чувствовали, он наконец-то дал себе пространство для любви, свободы и бесстрашного самовыражения. Некоторые фанаты анализировали татуировку до мельчайших деталей, выискивая значения, связанные с Чингуком, линии, напоминающие букву J, дуальный узор, словно две фигуры, защищающие друг друга. Толкования могут различаться, но ясно одно. Тэхён теперь более верен себе. Он больше не скрывал своих чувств. Он больше не скрывал чего-то столь важного для него. Гавайская ночь закончилась, но ее значение простиралось далеко за пределы медленно гаснущего света. Тэхён покинул мероприятие расслабленной походкой, изредка поглядывая на звездное небо. Он выглядел гораздо легче, словно с него сняли тяжесть. И фанаты это почувствовали. Тэхён наконец-то был счастлив. Доволен собой, своим выбором. И тем, кто так много для него значил. Без слов мир понял. Гавайи стали местом, где Тэхён перестал все скрывать. Ночь, когда он стал честнее, смелее, открытие. Его новая татуировка символизировала эти перемены. И любовь, когда-то лишь слабый намек, теперь казалась реальнее, чем когда-либо. Оглядываясь на ту ночь, легко понять, почему мир был так потрясен. Не из-за татуировки. Не из-за Гавайев. Но потому что впервые Тэхён не пытался быть той версией себя, которую все ожидали. Он был самим собой, и это было гораздо более захватывающе, чем даже самые грандиозные концерты. Годами мы наблюдали, как Тэхён балансирует на тонкой грани между личной жизнью и публикой. Он улыбался. Он выступал. Он влюблял в себя весь мир. Но всегда оставалась часть себя, которую он защищал всеми силами. В тот вечер эта часть больше не была скрыта. Он решил поделиться ею, не словами, а через символы на своей коже. Через язык своего искусства. И, возможно, именно это сделало этот момент таким трогательным для фанатов. Они увидели не просто счастливого айдола. Они увидели человека, наконец-то позволяющего себе принять любовь, свободу и честность. Они увидели того, кто нес бремя мира. Наконец-то сложил его с себя. Никто не знает, что произойдет дальше. Объяснит ли Тэхён значение татуировки? Подтвердит ли он, кто эта важная фигура? Скорее всего, нет. А может быть, нам и не нужны эти ответы. Потому что, в конце концов, главное послание той гавайской ночи было передано без единого слова. Тэхён показал, что жизнь – это не оправдание чужих ожиданий, а исполнение желаний собственного сердца. И если этот момент – отражение любви, зрелости и смелости, тогда нам остается только надеяться, что этот путь приведет его туда, где он всегда будет чувствовать себя как дома. Если вы досмотрели это видео до конца, то вы не просто зритель, а тот, кому действительно не безразличен эмоциональный путь BTS, особенно Тэхёна и Чингука. Мы все здесь не просто для того, чтобы следить за драмой, теориями или слухами, но чтобы стать свидетелями взросления любимого человека от сцены к реальной жизни. Что бы ни значила татуировка, одно можно сказать наверняка. Тэхён заслуживает счастья. И мы здесь не для того, чтобы контролировать его жизнь, а чтобы отпраздновать момент, когда он наконец сделал свой выбор. В будущем нас ждут еще больше сюрпризов, еще больше символов, еще больше историй. И мы всегда будем рядом,
чтобы прочитать их вместе. Увидимся в следующем выпуске. Не забудьте поделиться этим видео с другими ARMY. Поставьте лайк, если вы разделяете мои чувства. И подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить важные новости об отношениях Тэхёна с BTS, скрытые моменты с участниками группы и отрывки историй, которые увидят только те, кто внимает сердцем, а не только глазами. Спасибо, и увидимся в следующем видео.